Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Сегодня я расскажу, почему выключатель выключен, а лампочка тускло горит, и как исправить эту ситуацию. Выражаю особую благодарность за деятельную поддержку канала самому активному подписчику. Илья, большое вам спасибо. Почему горит выключенная светодиодная лампа? Если выключенная лампочка светится, значит, выключатель прервал не все возможные пути для прохождения электрического тока. Основной ток для того, чтобы светильник светил на полную яркость, действительно выключатель прервал. Но для очень небольшого тока могут оставаться лазейки. Например, выключатель с подсветкой. Устроен он таким образом, что параллельно контактам выключателя подключена неоновая лампа. Она не светится, если выключатель включен. Ток через нее практически не идет, так как у него есть более простой путь через замкнутые контакты выключателя. Ситуация меняется, когда выключатель выключен. Тогда для тока существует только один путь через неоновую лампу. Неоновая лампа подсветки имеет довольно большое сопротивление, а поэтому ток через нее течет очень маленький. Но как это ни странно, этого тока вполне достаточно и для того, чтобы засветить пусть и совсем чуть-чуть основной светильник. Вот почему выключенная лампа светится. Такую проблему решить очень легко. Достаточно удалить неоновую лампу из выключателя или просто сменить выключатель на такой же, но без подсветки. При выключении света лампочка тускло горит. Если выключенный светодиодный светильник светится, значит, как я уже сказал, выключатель прервал не все возможные пути для прохождения электрического тока. Например, выключатель разрывает цепь не на проводе фазы, а на нулевом проводе. Ну, казалось бы, какая разница? В идеале на бумаге. Действительно, разницы нет. Но в реальной жизни все немного сложнее и интересней. Так почему же светится выключенная светодиодная лампа? Лишившись нуля, светильник продолжает получать фазу, а нулем является земля, на которой стоит дом, стены, пол и потолок самого дома, железобетон, кирпич, кафель и другие части дома являются хоть и не отличным, но все же достаточным проводником электрического тока, чтобы светодиодная лампа смогла немного светиться. Поэтому, если провода светильника имеют малейшие повреждения изоляции, то даже после выключения лампочка тускло горит. Исправить такую ситуацию можно было бы, переставив выключатель с нулевого провода на фазный. Но реализовать такое зачастую невозможно. Иногда проблему можно решить, поменяв полярность проводов в распределительной коробке. Но это тоже не всегда возможно. В конце этого видео я покажу метод, который поможет практически в любой ситуации решить проблему. Причиной того, что лампа горит при выключенном выключателе, всегда является то, что ток имеет обходные, паразитные пути для прохождения через лампу. Еще одним источником этих обходных путей могут быть повреждения изоляции на проводах, вызванные старением изоляционного слоя в старых проводах и механическим повреждением изоляции, а также влага, попадающая на провода и в распределительные коробки. Исправить ситуацию путем замены проводки можно, но практически никогда не приемлемо. Существует ряд методов решения этой проблемы, которые я уже выкладывал в прежнем видео. Ссылка на него будет в конце видео и в описании. Но есть еще один простой и эффективный метод, о котором я еще не говорил и о котором речь пойдет дальше. Итак, если светодиодная люстра светится после выключения, то проблему можно исправить так. Чтобы лишить люстру возможности светиться при выключенном выключателе, нужно прерывать не один провод, как это делает выключатель, а два.
Для этого можно воспользоваться реле с катушкой на 230 вольт. Реле должно содержать две группы контактов. Одна группа контактов будет разрывать фазный провод, а другая – нулевой. Катушка реле устанавливается прямо на провода люстры. Когда выключатель включен, то на катушку поступает напряжение 230 вольт. Катушка замыкает две группы контактов. Фазой 0 поступает на люстру, и светильник включается. Если выключатель выключен, то оба контакта размыкаются, и люстра выключается полностью. В таком положении люстра отсечена от всех возможных путей протекания паразитного тока. Паразитный ток может протекать через катушку люстры, но его недостаточно, чтобы реле сработало. Главное, чтобы габариты реле позволяли его спрятать внутри светильника. Иногда это реле можно спрятать за натяжным потолком из гипсокартона или пластика. Теперь вы знаете, почему LED-люстра светится в темноте и как это исправить. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.